Не знаю, где бы сейчас была без нее. Как мама Медведевой подчинила жизнь карьере дочери. Фигуристка Жанна Девятова не смогла стать чемпионкой, но сделала все ради успеха дочери. Из-за нее Женя не вернулась в Канаду. Мама двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой практически не дает интервью и старается держаться за кадром. Тем не менее, редкое мероприятие с участием Жени обходится без ее присутствия. Бывшая фигуристка Жанна Девятова подчинила жизнь карьере дочери и по-прежнему остается для нее самым близким человеком. И даже на решение Медведевой о возвращении к Тутберидзе повлияло нежелание расставаться с мамой. Почему Жанна Девятова отдала дочь в фигурное катание? Жанна Девятова росла в Москве и серьезно занималась фигурным катанием. По интересному совпадению, Жанна тренировалась на одном катке с Этери Тутберидзе, которая затем сыграла определяющую роль в успехах ее дочери. Правда, из-за разницы в возрасте девочки занимались в разных группах и на льду не пересекались. Жанна считалась способной фигуристкой, но из-за тяжелого перелома руки и долгого восстановления, была вынуждена завязать со спортом. С будущим отцом Жени Жанна познакомилась на студии «Союзмультфильм», где работала ассистентом режиссера. Через какое-то время после рождения дочери молодые люди расстались, а позже Евгения Бабасян стала Евгенией Медведевой, взяв фамилию бабушки по материнской линии. Вопреки стереотипу, отдать дочку в фигурное катание Девятову вынудили не нереализованные личные амбиции, а рекомендации врачей. Девочка родилась хрупкой и для укрепления здоровья ее посоветовали отдать в плавание или на каток. Естественно, бывшая фигуристка выбрала лед, да и сама Женя с первых занятий полюбила катание на коньках. Надежный тыл и доверие к Тутберидзе. На протяжении всей карьеры дочери Жанна брала на себя решение всех бытовых вопросов, обеспечивала семью, организовывала досуг и отдых Жени, следила за питанием. Женщина делала все, чтобы за пределами катка Женя была окружена любовью и заботой. При этом ревности к Этери Тутберидзе, которую дочка называла второй мамой, Жанна не испытывала. Мы должны делать одно дело. От родителя нужно абсолютное доверие тренеру. Ты отдаешь ребенка в руки человека, с которым он проводит в 2 раза больше времени, чем с тобой. Видит ее чаще, чем тебя, ездит с ней везде, говорила Девятова во время Олимпиады в Пхенчхане. Медведева не захотела возвращаться в Канаду без мамы. С того момента Жанна Девятова неизменно отказывается от общения с прессой, однако по-прежнему играет важнейшую роль в жизни дочери. Мама помогала Медведевой наладить быт в Торонто, куда фигуристка переехала после перехода к Брайану Орсеру, а прошлой весной пережила с ней карантин в Японии. Женя признается, что иногда ссорится с мамой, но не может сердиться на нее долго. Обижаться длительное время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом еще 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться, рассказывала Медведева. Летом фигуристка вместе с мамой вернулась в Россию, где Женя продолжает карьеру в качестве подопечной Тутберидзе. Причем решение Медведевой прервать сотрудничество с Орсером во многом обусловлено нежеланием расставаться с самым близким человеком. По крайней мере, об этом говорил сам Брайан. У Евгении и ее матери были разные визы. Никаких гарантий не было, но шанс вернуться у нее был выше. Тогда они были в Японии. Но Евгения не захотела ехать в Канаду без мамы, так как мама играет важную роль в повседневной жизни дочери. Несмотря на смену континентов, условий жизни и тренировок, отношения Медведевой с мамой остаются максимально близкими и доверительными. Жанна сопровождает дочь на турнирах и различных мероприятиях. «Моя мама – человек, который построил всю жизнь, которую я сейчас имею. Не знаю, где бы сейчас была без нее. Мама всегда за кадром делает те вещи, без которых жизнь в любой стране просто невозможна», признавалась Медведева. В США – о Сальхове Валиевой. Это конец для поколения Трусовой, Щербаковой и Косторной. В минувшее воскресенье 14-летняя Камила Валиева заработала самые большие баллы на командном турнире в Москве, чем обратила на себя внимание всего мира фигурного катания.
А уже 12 февраля, ученица Тутберидзе чисто исполнила четверной сальхов, тем самым сорвав очередную порцию аплодисментов за одну неделю. Успехи юной звездочки из России обратили на себя внимание иностранные болельщики. Заокеанские поклонники фигурного катания сошлись во мнении, что Камила уже является главной претенденткой на все награды в ближайшие годы. Это конец для поколения трио: Трусова, Щербакова, Косторная. Ни у кого нет шансов против нее на Олимпиаде. Мне честно жаль Рику Кихиру и Александру Трусову. В этом году Валиева сильно выросла и прыжки стали лучше. Ей помогают ее гимнастические и балетные годы. Она уже довольно сильно прибавила в весе и росте. Она точно не соответствует телосложению Щербаковой. Но пока у нее все хорошо. Не люблю, когда люди говорят о том, кто станет победителем, будто они знают, что произойдет. Если за долгие годы я что-то и узнал о российских соревнованиях, так это то, что ничего нельзя сказать наверняка. Баллы между этими фигуристами безумно близки. И давайте не будем забывать, что все они непоследовательны. В одном соревновании они катаются чисто и приземляются во всех прыжках, а в другом – несколько падений. За год может случиться все, что угодно. Она может, не дай бог, получить травму или набрать вес. Давайте прекратим раздавать олимпийские медали. Согласен с тобой. А Олимпийские игры известны как мероприятие, где может случиться все, что угодно. Это уже похоже на игру. Теперь у нее есть четверной сальхов, если она поставит его и тройной аксель в болеро, то она может даже упасть дважды во время программы и все равно выиграет по очкам у всех. Трусова умеет делать четверной лупс, четверной флип, четверной ридбергер, четверной сальхов, четверной тулуп, хотя в этом сезоне больше двух за программу еще не исполняла. Да, я чувствую, что сейчас время Камилы. У нее преимущество молодости. Когда вырастет, она не сможет прыгать четверные. У меня такое чувство, что в 16-17 лет Камила будет одной из множества российских фигуристок. Она уже очень сильно выросла за последний год. Но это не помешало Камиле. Подожди, пока она немного наберет вес. Вспомните Юлию Липницкую. Все думали, что она выиграет олимпийское золото, а чемпионкой сделали Сотникову. В 2018 году была фаворитом Медведева, а Загитова все же выиграла. Давайте просто посмотрим, что произойдет в этом году. Щербакова, Кихира, Трусова и некоторые другие способны на то, что умеет Камила. Я даже думаю, что Косторная сможет вернуть свой тройной аксель. Просто грустно, что у россиян с таким количеством великих фигуристов всего 3 места. Вот что меня злит.